Всех приветствую, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем проходить прекрасную игру Icewind Dale. В прошлый раз мы выполнили почти все квесты в деревне Icewind, прошу прощения, East Haven. И в этот раз мы впервые выйдем за пределы этой локации, где нас ждут враги посерьезнее. Итак, поехали. Of course. It shall be done. О боже, это же волки. Я надеюсь, что мы с ними справимся. Это орк, который прямо напрашивается на неприятности, но мы не успели его убить, он скрылся в пещере, что намекает нам на то, что нам также нужно попасть в пещеру. Я немножечко исправлю настройки игры. Итак, я хочу немножечко повысить уровень сложности. У нас сейчас базовые правила. Давайте попробуем просто сложно, а потом посмотрим, может быть, еще сложнее. Сделаем. В отличие от базовых правил, на тяжелом уровне сложности все враги наносят на 50% больше урона. Так, а также я хочу поставить максимальное количество получаемого здоровья при повышении уровня. Это значит, что тот кубик, который должен быть выброшен для получения новых очков здоровья, будет всегда показывать максимум. И следующая настройка графики — это игра в полном экране. Итак, продолжим нашу игру. Заходим вслед за этим орком в пещеру, где нас тут же встречают новые враги. Я привык каждое сражение начинать с паузы, у меня большой палец. Продолжим нашу игру. Заходим вслед за этим орком в пещеру, где нас тут же встречают новые враги. Я привык каждое сражение начинать с паузы, у меня большой палец. Продолжим нашу игру. Заходим вслед за этим орком в пещеру, где нас тут же встречают новые враги. Прощание за небольшими палатками. Каждое сражение начинать с паузы, заново. Большой палец. Продолжим нашу игру. Часть. Заходим вслед за этим орком в пещеру, где нас тут же встречают новые враги. Прощание за небольшими палатками. Каждое сражение начинать с паузы, заново. Большой палец. Продолжим нашу игру. Часть. Заходим вслед за... Итак. Прошу прощения за небольшие неполадки со звуком, я начинающий, пока не опытный стример. Друзья, мы продолжаем наши приключения в прекрасной игре Icewind Dale. Мы покидаем нашу стартовую локацию, деревню под названием Восточная Гавань, или East Haven на английском. Идемте вперед, нас ждут приключения. Первые наши серьезные враги — это стая волков. Мы уже сражались с одним волком, он не вызвал у нас каких-либо затруднений, а вот со стаей справились практически так же легко. Продвигаемся дальше и видим какие-то тележки. По всей видимости, это как-то связано с тем караваном, который нам необходимо отыскать. Еще раз проверю настройки игры. Так, настройки, уровень сложности. Ставим сложный. И максимум пункта здоровья на уровень. Нас встречает передовой отряд орков. Что-то мне подсказывает, что они причастны к пропаже каравана.
Недаром они крутились рядом с покинутыми тележками. Из этих орков падает примитивное оружие, которое у нас уже есть. Оно не лучше нашего, как мы даже не подбираем его. Слишком много такого оружия будет в этой локации. И золото. Золото ничего не весит, и мы от него никогда не отказываемся. Подманиваем... О боже, вот это удар. Подманиваем врагов по одному. Это значит, что не выходим сразу же в середину битвы. Сражаемся так, чтобы нас атаковало одновременно как можно меньше игроков. Лучники в начале игры довольно опасны, причем это касается как врагов, так и наших персонажей. Лучники в начале игры действительно довольно сильные. В середине и к концу игры их сила по сравнению с другими классами уже уменьшается. Нам необходимо подлечить Гранта, он получил некоторые повреждения. Делается это несколькими способами, в данном случае мы его вылечим с помощью клерика. Это его основная задача в нашей партии — лечить тех персонажей, которые немножечко нехорошо себя чувствуют. Кроме этого, можно лечиться зельями, можно лечиться другими способностями персонажа. Например, Грант мог бы сам себя вылечить способностью возложения рук, но эта способность более востребована в пылу битвы, потому что она применяется намного быстрее, чем заклинание клерика. Итак, здесь нас ждет следующая группа врагов. С этими врагами мы без особых затруднений должны расправиться, но также выманиваем их небольшими группами, не нападаем сразу же в центр сражения так, чтобы нас не атаковало большое количество врагов. Периодически можно даже ходить на разведку, делается это так. Укрыться в тени не удалось, это значит, что нашего вора увидят. Моя задумка была в том, чтобы вор прошел вперед и посмотрел, что нас там ждет. Ну хорошо, значит, разведчиком будет какой-то утанкованный персонаж, который не боится случайных стрел и не боится врагов, которые на него сагрятся. Это уже не просто орк, это элитный орк, он немножечко посильнее обычных орков, а также самый главный враг здесь — это орк-шаман. Он плох тем, что будет ослаблять нашу партию, усиливать других орков, поэтому немножечко отступаем. Растерялись мои ребята. Выманиваем всех плохих к себе и атакуем шамана. Смотрите, что он делает. Орк-шаман применил заклинание проклятия, и теперь все наши сопартийцы, которые попали в зону действия этого заклинания, испытывают на себе этот дебаф. Он дает ухудшение к защите и к шансу попадания. Ну, это нам не очень сильно мешает, мы успешно справились с шаманом. Давайте еще добьем вот этого элитного орка, который пробрался на пилы. Come then, let us begin. О, да. Кирлан. At your service. Кирлан — это наш будущий маг. Но сейчас он мега крутой воин Тинсай. As you wish. Как мы видим, неплохо справляется со своей задачей. И примерно так же хорошо он будет сражаться уже будучи магом, что поможет ему исполнять роль гибридного класса. Он будет хорошим магом, который не будет практически приступать в заклинательстве в своих возможностях Агнес, но при этом еще и неплохо будет наваливать врагам, которые осмелятся подойти к нему поближе. Этот звук, который вы сейчас все слышали, похожий на дуновение ветра, символизирует то, что с нас спало проклятие заклинания шамана. Двум нашим персонажам немножечко не по себе, необходимо их подлечить. Сделаем это с помощью имеющихся у нас заклинаний. Возложение рук, как вы видите, пока что очень слабенькое. Оно зависит от уровня паладина. Сохранимся.
и продолжим исследование этой таинственной пещеры. Это ящики, и эти ящики можно Yes. полутать. Но перед этим необходимо As you wish. посмотреть. Вполне возможно, что ящики либо местность вокруг содержит ловушки. Проверяется это довольно легко. Нажимаем на кнопку способности поиск ловушек и какое-то время бродим вокруг. Если сами ловушки спрятаны не очень хорошо, а в начале игры они все спрятаны не очень хорошо, найти несложно, то через непродолжительное время таких поисков ваш вор обязательно обнаружит эту ловушку. Как видим, никаких Your ловушек command. здесь нет. Very well. Смело открываем этот ящик. Находим здесь Yes. 2 драгоценных камня, которые мы продадим чуть попозже. Пока что сложенный в мешочек для драгоценностей. А также видим свиток. Этот свиток заклинание мага. Здесь мы видим, кто не может его использовать. Клирик не может. Это значит, что это заклинание межреческое. А мага среди запрещенных классов нет. Это магическое заклинание. Итак, это заклинание второго уровня, следовательно, оно нам пока недоступно. Цель получает иммунитет к атакам, превращающим в камень, включая взгляд Василиска или Медузы, проклятые свитки окаменения и так далее. Вот для игры Icewind Dale это не самое нужное заклинание. Я не помню здесь каких-либо угроз, связанных с превращением в камень. Поэтому этот свиток пойдет на продажу. Сохраняем игру. Квиксейвом я буду пользоваться довольно часто. Мы видим деревянные ящики с припасами, которые, несомненно, выгружены из фургонов, которые стоят снаружи. Кажется, ящики не открывали. Ну что ж, хорошо. Это значит, что надежда для Истхейвена есть. Видим очередную группу врагов. Выманиваем ее на себя. И как только они спровоцировались, попались в нашу ловушку, бежим навстречу и убиваем. При повышении уровня сложности увеличивается количество очков опыта, которые вам дают за квесты и за убийство врагов. Как видите, за убийство одного орка мы получаем по 22 очка опыта. Если бы мы играли на базовом уровне сложности, то это было бы 15 очков опыта. Лучник. Лучники по одному довольно слабы, особенно когда удается их окружить, подойти в упор. Но в большом количестве они могут доставить немало хлопот. Поэтому следует быть очень осторожными и всегда сражаться только с маленькими группами врагов, если это возможно. Еще одна партия, как видите, здесь опять шаман, который должен являться нашей первоочередной целью. Он слабо защищен, но при этом может доставить очень много хлопот. После того, как убиваем шамана, расправляемся с его приспешниками, что не вызывает особых сложностей. Не спеша исследуем эту локацию. Видим еще одну группу врагов. 3 обычных орка. Просто закликиваем. Собираем с них золото. Очередной сундучок. Этот сундучок должен быть поинтереснее. Еще раз исследуем, но предмет ловушек. На самом деле я помню, в каких местах здесь есть ловушки, в каких местах их точно нет. И в этой пещере ловушек нет, но тем не менее я показываю вам сам игровой процесс по поиску ловушек. И пытаюсь хотя бы немножечко отыгрывать роль партии приключенцев, которая попала впервые в эту локацию, следовательно не знает о том, что их поджидает впереди. Что же мы нашли в этом сундуке? Мы нашли серебряное ожерелье, которое не представляет собой никакой ценности, кроме как на продажу. А также сапоги, которые подсвечены фиолетовым цветом. Это значит, что они обладают какими-то особыми свойствами, но мы не знаем какими, потому что они еще не опознаны. Опознать их можно несколькими способами. Первое — это
Персонаж, у которого будет высокий уровень знания легенд, может распознать их автоматически, просто открыв их описание. Но нашего уровня знания легенд сейчас недостаточно. Следующий способ — это использовать заклинание опознания. Это заклинание магов первого уровня. Третий способ — это практически в любом магазине, который будет встречаться нам на пути. Можно у торговца за 100 золотых монет исследовать, провести опознание любой вещи. Откроем карту этой локации. Я хочу вам показать пройденный нами путь. Как видите, почти всю локацию мы исследовали. Остался маленький уголок. Но здесь нас будет ожидать самое сложное сражение в этой локации. И поэтому проявляем максимальную осторожность. You do well to fear a woman's wrath. Отойдем немножечко назад. Я боюсь, что если мы подойдем к лучникам поближе, то приятели, которые стоят неподалеку, нас увидят и теряются. Прекрасный звук. Один из самых любимых звуков в этой игре. Это значит, что кто-то из наших сопартийцев получил уровень. Это What do you want? наш священник. Давайте посмотрим, как мы можем повысить ей уровень. Результаты повышения уровня. Дополнительные заклинания жреца, заклинания первого уровня в количестве 1 штуки. Получены дополнительные пункты здоровья 10, это прекрасно. Знание легенд увеличено на единицу, это немного. Таким образом, сейчас наш жрец стал довольно живучим. Как видите, по количеству очков здоровья он превосходит всех остальных персонажей. Давайте я немножечко изменю. Так, здесь. Не вижу расширения. Разрешение. Какие-то настройки графики. Не вижу. Да, вот так вот немного лучше. Возвращаемся в игру. Надеюсь, что вам How can I help? такое представление нравится больше. Very well. Сохраняемся. Something wrong? Давайте, пока не забыли, сразу же заполним появившийся слот заклинаний. Your У нашей command? жрицы. Of course. Двигаемся вперед. Дальше для этого сражения мы используем такое заклинание, как благословение. Благословение — это заклинание жреца. Боевой дух всех дружественных существ возрастает, а броски атаки и все спас-броски против воздействия страха улучшаются на +1. Заклинание можно сфокусировать в любой точке. В пределах 40 футов от заклинателя его действие охватывает 15-футовый куб. Броски атаки — это единственное, ради чего нам это заклинание понадобится в настоящий момент, потому что боевой дух у нас и так достаточно высок, никто из боя не побежит, не испугается, и заклинание страха на нас никто сейчас бросать не будет. А вот броски атаки означают, что мы будем лучше попадать по своим врагам. И еще важное свойство каждого заклинания — это длительность 6 раундов. Это значит, что оно будет длиться примерно 36 секунд, если я не ошибаюсь. Длительность одного раунда — это 6 секунд, а 10 раундов, то есть 60 секунд, это один ход по терминологии игры. Итак, сохраняемся перед этой битвой. Yes? Давайте наш Reasonable request. танк выйдет всех заагрит. Да, так Speak и your mind very произошло. well. Все сагрились на Валика. Отступаем. И вот в этом коридоре мы постараемся с ними сразиться. Как только они к нам подойдут, мы набросим на себя заклинание благословения. I'm here. Оно должно затронуть всю нашу партию. I'm here. У Агнес никаких заклинаний нет. Ready. How can I help? У Бранта есть способность
защита от зла и сразить зло. Сразить зло нам понадобится в борьбе с самым сильным врагом из этой партии. Здесь, ну, вы увидите дальше. А вот он вышел, это опыт. Your command? At your service. Так, атакуем врагов. Give the word. To the pain. Your life is forfeit. Yes? Speak your mind. Заклинание. Very well. Благословение сработало, теперь мы будем драться более эффективно. О боже, здесь два огра. Видимо, это зависит от уровня сложности, так как у нас уровень сложности сейчас повышен, то и To the pain. Prepare yourself. врагов стало больше. Раньше, я помню, огров всегда было ровно один. Сразу собираем лут. Приятные хлопоты. И остались лучники, которые становятся очень слабыми, как только мы подойдем к ним. Видите, они меняют вооружение и вместо лука начинают сражаться в рукопашную. Причем они становятся слабыми. Собираем все, что можно собрать, что представляет какую-то ценность. Yes. Сундук. Мне кажется, в любой ролевой игре сундук, который стоит в самом конце локации и который становится доступен только после того, как вы убьете босса этой локации, всегда содержит самые драгоценные сокровища. Your command? Of course. В этот раз то же самое. Здесь находится шкура волка, зимнего волка. Довольно дорогая, мы ее продадим. А также заклинания. Давайте посмотрим, что это за заклинание. Заклинание ужас. Это заклинание для магов второго уровня. То есть оно нам пока опять же недоступно. Но мы его можем записать в нашу книгу заклинания, но пока не сможем выучить и использовать. Все враги в области действия в ужасе убегают, если не сделают спас-бросок против заклинания. Некоторые существа, например любая нежить, не подвержены воздействию этого заклинания. Ну что же, в принципе, это неплохое заклинание. Мы его с вами изучим. Подсвечивается зеленым, это значит, что оно не просто доступно для этого персонажа, но еще и не переписано в книгу заклинаний персонажа. При записи, переносе заклинаний из книги, со свитка в книгу заклинаний всегда есть шанс провала, который зависит от характеристик вашего героя. И для того, чтобы преодолеть неудачную попытку, мы с вами сохранимся. Вы записали заклинание в свою магическую книгу. Прекрасно. В нашей магической книге теперь появилось еще одно заклинание на второй страничке с страницами с заклинаниями на странице с заклинаниями второго уровня. Больше на этой локации нам делать нечего. Мы с вами можем кидать ее и бежать к Хродгару, рассказывать, что же нам удалось выяснить. А удалось выяснить то, что караван разграблен, причастны к этому орки, а также их старшие товарищи Огры. Мы нашли с вами записку, в которой написано следующее. Контракт каравана. По-видимому, на этом измятом кусочке пергамента записано что-то вроде договора. Бален. Эти 5 ящиков с припасами нужно доставить в лавку Восточной гавани. Постарайся добиться от калиншанского проныры Помоба приличной оплаты. На вырученные деньги купи 3 бочки необработанной кости на складе у Гаспара. Возвращайся с ними в Каэр-Диневал, там и рассчитаемся. Будь поосторожней в тундре. Говорят, в холмах возле Восточной гавани видели орков. Советую потратить часть аванса и нанять дополнительную охрану для каравана. Счастливого пути, Илмус Галловой из Каэр-Диневала. Такое ощущение, что погонщик каравана по имени Бален пренебрег советом нанять дополнительную охрану и поплатился за это. Что ж, ему мы уже ничем не поможем. Все, что мы можем сделать сейчас, это рассказать Хродгару о судьбе.
В этой промежуточной локации также больше нет никаких сюрпризов, поэтому покидаем ее и бежим в Вестхевен. It shall be done. Мы оказались в нашей первой локации, в домашней локации, но ненадолго, скоро мы ее покинем. В очередной раз пробегаем мимо гостиницы, в которую мы скоро зайдем для того, чтобы отдохнуть. Это детишки, с которыми можно побеседовать, но они нам ничего не расскажут, кроме как некоторых забавных диалоговых опций. Идем к Хродгеру, который ждет нас с новостями. It shall be done. Oh, good, you've returned. What Хродгер. news of the caravan? С возвращением. Какие новости о караване из Каэрдиневого? Этот караван стоит недалеко от города. Похоже, его атаковали орки. Они попытались скрыться в ближайшей пещере, но мне удалось догнать их и расправиться с ними. Товары их в целости и сохранности лежат в пещере. Strange. Странно. Никогда еще орки не нападали на караваны так близко к городу. Это надо понимать так, обнаглели. Может быть, их толкает на такие действия приближения зимы, а может что-то другое. Итак, мы сдали этот квест. В любом случае, благодарен тебе. Мы не останемся без припасов. Тебе удалось доказать, что ты многого стоишь. Я просто счастлив, что ты примешь участие в нашем походе в Кулдахар. Спасибо. Когда отправляемся? Мы еще не готовы к выступлению в Кулдахар. Отнеси этот список припасов в лавку Помоба. Отряд приобрел опыт. Как видите, опыт уже намного больше. Мы нашли припасы с пропавшего каравана, о котором беспокоился Хродгер. Заодно можешь закупить там все, что может понадобиться в дорогу. Возвращайся, когда закончишь со всеми делами. Отлично, я скоро вернусь. Еще один приятный звук. И сейчас целых 3 персонажа получили повышение уровня. В нашем дневнике новая запись. Задание. Экспедиция в Кулдахар почти готова. Хродгер попросил нас доставить список припасов торговцу Помобу. Speak your mind. Повысим уровень. Паладин. Результаты повышения уровня. Фака снижен на 1. Эффективность возложения рук увеличена на 2. То есть фака снижен на 1. Мы можем лучше и чаще попадать по врагу. Эффективность возложения рук увеличена на 2. Сейчас мы будем на 2 очка здоровья лечить больше. Получены дополнительные пункты здоровья 14. Это прекрасно. Также повышен уровень у нашего Валика. Результаты повышения уровня фака снижены на 1. Получены дополнительные пункты здоровья 17. Знание легенд увеличено на 1. И наш Кирун, будущий маг, а сейчас пока что персонаж, избравший для себя путь воина, повышает уровень. И у него очень похожие на Валика характеристики, только увеличил свои очки здоровья не на 17, а на 14. Что ж, теперь наша партия стала How can I help? сильнее. It shall be Кроме done. того, мы побежим к Помобу, исполним один квест Of course. от Хродгера и продадим все то, что получили в битве с орками. Прошу прощения. Of course. Ошибся дверью, мадам. Very well. Нам в соседнее здание. Это мы попали в таверну. Итак, упом. Так, что это? Ого! Никогда не замечал этого здания. Интересно, это в Enhanced Edition появилось, или же это было в базовой версии игры 2000 года, но я никогда не видел, что там есть проход. It shall be Что done. там находится. Выяснится, что это короткий путь к концу игры. Нет, это просто... Ну, жилая комната Помоба. Понятно, здесь что-то наверное есть. Что здесь? Личный кинжал. Драгоценные камни, Чезар. Ну, знаете, Помоб мне не нравится, поэтому я не чувствую себя виноватым ни перед ним, ни перед кем. Ого, здесь заклинание. И зелье лечения. Я не чувствую себя виноватым, обкрадывая его, набирая его вещи. Уже не помещается в наш инвентарь, это то, о чем я говорил. Зелье лечения.
Восстанавливает 9 пунктов здоровья. Довольно неплохо, особенно в начале игры, когда у наших персонажей маленький пул здоровья, максимальный здоровья, и, следовательно, 9 пунктов это очень много. Заклинание усыпления. Это заклинание первого уровня для магов. Погружает в коматозный сон существ с суммарным уровнем здоровья или опыта 2d4. Все существа должны находиться в пределах. Это неплохое заклинание против каких-то слабых стай врагов, типа тех же гоблинов или орков. Обязательно надо выучить его. Вот не смогли записать заклинание в свою магическую книгу, то, о чем я говорил. Ну что ж, ничего страшного. Это заклинание отраженный образ. Заклинатель создает один иллюзорный образ самого себя, который будет передвигаться вместе с ним. Этот образ повторяет все действия заклинателя, поэтому противнику сложно угадать, кто из них реален. Есть 50% вероятность того, что будет атакована иллюзия, и 50% вероятность того, что будет атакован сам заклинатель. Образ исчезает после успешного развеивания магии, после того, как будет атакован, или после того, как время действия заклинания закончится. Давайте тоже запишем. Прекрасно записали. Еще одно заклинание. Тоже для мага. Это заклинание цветная сфера. Хорошее заклинание. Эффект, который оно производит, зависит от уровня заклинателя. Итак, заклинание создает шар диаметром 4 дюйма, который без промаха поражает цель. Воздействие шара определяется уровнем мага, читающего заклинание. Шар первого уровня наносит 1d4 урона от магии и ослепляет цель на 1 раунд. Неплохо. Шар второго уровня наносит 1d6 урона от огня и причиняет цели сильную боль, ухудшая на минус единицу класс защиты и так на 1 раунд, то есть на 6 секунд. Шар третьего уровня наносит 1d8 урона от магии и обжигает цель на 1d3 единицы урона от огня. Шар четвертого уровня наносит 1d10 урона от магии и ослепляет цель на 4 раунда. Шар 5 и 6 уровня наносит 1d12 урона от магии и оглушает цель на 3 раунда. Шар 7 уровня и выше наносит 2d8 урона от магии и парализует цель на 13 раундов. Успешный спас-бросок против заклинания позволяет избежать воздействия. Это значит, что только негативный дебаф будет отменен, но сам урон будет получен, насколько я помню. Также записываем это заклинание в свою книгу. Новых слотов нам не добавилось. Давайте тогда оставим по-прежнему магический снаряд. Магический снаряд — это заклинание, которое также останется актуальным на протяжении всей игры и будет увеличивать свою силу по мере повышения уровня навыка. Помог. Опять ты? Но почему ты все время мне надоедаешь? У меня целая куча дел и мало времени для таких ничтожеств, как ты. Не будем ему рассказывать, что мы только что его наказали за его дерзость, реквизировали все ценности. Вот тебе список припасов от Хротгара. Хорошо, давай сюда. А теперь иди. Группа скоро отправится в путь. Будет очень жаль, если они забудут тебя здесь. Мы опять получили опыт. Минуточку, я собираюсь кое-что купить. На самом деле я собираюсь кое-что продать. Выделяем все те предметы, которые мы насобирали именно на продажу. Продаем. А также продаем то, что внутри нашего мешочка. У нас уже кругленькая сумма 1225 золотых для старта игры. Это неплохо. Но дальше по ходу игры вы будете видеть, какие дорогие предметы будут доступны для покупки и сколько на самом деле золота нам необходимо для того, чтобы увеличить класс и боеспособность нашей партии. Очередное повышение уровня. Сейчас это Агнес и Лориэль. Давайте начнем с Лориэля. Результат повышения уровня. Дополнительные пункты умений. Это пункты, которые вкладываются в воровские навыки 25. Дополнительные пункты здоровья 4. Так мало, потому что это у нас мультикласс, и при прогрессе в каждом из своих двух классов, воин и вор, он будет получать лишь половину от тех очков здоровья, которые полагаются за повышение уровня.
Но это не так страшно, потому что повышать свой уровень он будет чаще, чем другие персонажи. Итак, навыки. Взлом замков, поиск ловушек. Установка ловушки, обнаружение иллюзий нам не нужны. Укрыться в тенях, бесшумное движение. Это интересно. Карманные кражи. Но здесь есть несколько интересных объектов для кражи, но я не буду, наверное, использовать этот навык. Не хочу его прокачивать. На сюжетные квесты это никак не повлияет. А вот поиск ловушек и взлом замков нам сейчас будет нужны. Поэтому давайте вот так вот. Агнес. Повышаем уровень. Результаты повышения уровня. Дополнительное заклинание мага. Первый уровень. Одно заклинание. Прекрасно. Получены дополнительные пункты здоровья. 6. Знание легенд увеличено на 3. Давайте проверим. Может быть сейчас она сможет опознать эту вещицу. Нет, по-прежнему не может. Но зато мы можем записать дополнительное заклинание. Давайте возьмем сферу для того, чтобы разнообразить наши заклинания, для того, чтобы бои были более интересными. У Помоба не появилось ничего нового в продаже, поэтому я даже не изучал, что он может нам продать. В прошлый раз мы скупили тот максимум, который может быть нам интересен для нашей партии. Заходим в гостиницу. Еще раз убеждаемся перед тем, как отдыхать, что у наших заклинателей использованы все слоты, и они правильно использованы, то есть туда записаны именно те заклинания, которые нам будут нужны после отдыха. И разговариваем с нашим владельцем гостиницы. Квимби. Приветствую тебя. Меня зовут Квимби, и я рад видеть тебя в моей гостинице. Рад тебя видеть, Квимби. Ты, похоже, полон энтузиазма. Квимби. Полон энтузиазма? Да, редко встретишь путешественников в такое время года. Я всех гостей очень рад видеть. Ха-ха-ха. Конечно, ты слышал? Конечно, ты слышал что-нибудь интересное в последнее время, Квимби? Кстати, да, весь город говорит об экспедиции на хребет мира. Все так взволнованы. В самом деле, расскажи мне об этом походе подробнее. Но экспедицию без сомнения возглавит Хродгар. Я слышал, что с ними идет Акалия, послушница из храма. А вот Эверард наверняка останется охранять город. Еще пойдет дворф по имени Хилдред, и даже Помоб собрался с ними. Ах, какое замечательное приключение это будет. А где же, интересно, этот дворф по имени Хилдред? Мы же его даже не видели. Это интересно. Как насчет комнаты, Квимби? Мы уже неплохо заработали. Давайте возьмем из двух предложенных вариантов более дорогую купеческую комнату. Заплатим 3 золотых. С вами отдохнули. Да, крысы в купеческой комнате, это прекрасно. Смотрите, мы установили очки здоровья, но не полностью, а ровно столько, насколько хватило имеющихся заклинаний исцеления, а их было 0 у нашей жрицы, и плюс какое-то фиксированное количество очков здоровья, я уже не помню сколько, за каждые 8 часов. Ну, пока так и оставим. И исследуем эту гостиницу получше. Эревейн, черный сноб. Рекомендую вам запомнить этого персонажа. Мы еще его встретим в немного неожиданном амплуа. Эревейн, черный сноб. Рад познакомиться, друг. Я Эревейн, черный сноб из Эверески. Много лун минуло с тех пор, как я видел дружелюбные лица. Хотя эта местность уныла, в Восточной Гавани глазу эльфа есть на чем отдохнуть. Приветствую, я Грант. Скажи мне, Эревейн, много ли ты повидал в своих странствиях? Я вел тихую жизнь, пока не покинул Эвереску. Я и не подозревал, с какими чудесами и ужасами столкнусь в своих приключениях, где все меняется на каждом шагу. Сейчас я рад, что не ушел 12 лет назад, когда начался исход. Ужас... Вот это не буду говорить. Ты не слышал о каких-нибудь других искателях приключений здесь, в Восточной Гавани? Да, я слышал, что местные жители собираются в поход на Кулдахарский перевал, чтобы разведать там что-то. Я не иду с ними, хотя когда-нибудь могу туда отправиться. Интересно, еще какими новостями поделишься? В последнее время никаких слухов до меня не доходило, но когда я был в Кулдахаре, у меня появилось какое-то странное чувство. Дело не только в погоде, как будто чего-то не хватало в горах.
в деревьях и даже в облаках на небе. Что-то было не на месте, что-то было не так. Да, теперь, когда ты сказал об этом, у меня появилось схожее ощущение. Я не могу точно определить, что, но да. Не могу точно сказать, что это такое, но да, что-то есть. С погодой явно что-то неправильно. Ладно, береги себя, прощай. Сохранимся. Давайте попробуем посмотреть. Закрыто. Интересно, если наш вор пытается сломать Сагрица, It shall be done. может. What do you want? Consider it done. Так. Драгоценный How can I камень. help? Давайте Very поговорим well. теперь с Северяне. Рад видеть вас снова, друзья. Приветствую, Ревейн. Мне просто хотелось узнать, как у тебя дела. Прощай, нет. Кража камня никак не повлияла. Ну что ж. Камешек нам пригодится. Здесь. Что у нас здесь? Что? Тоже заперто. At your service. Но для Лори It shall be я done. надеюсь, не проблема. Взлом отца. 13 золотых. Your command? Of course. Отбили наш отдых в гостинице. Мы заплатили за него 3 золотых, а получили уже намного больше. Так, что у нас с амуницией? Камешков достаточно. Стрел. Стрел тоже достаточно. До Хулдахара мы дойдем. Что ж, Very well. говорим Квинге до свидания. И идем к Хроферу. После отдыха Give the word. посмотрите, наши заклинания восстановились, теперь мы можем их использовать. Yes? Жаль, что Very нам well. не удалось выучить It shall be заклинание done. сна. Оно очень помогло бы There нам you в are. будущем. All is set. The others are assembling as we speak. Круто. Are you ready to Вот, leave as все well? готово. Остальные подойдут, пока мы беседуем. Вы готовы выступить? Да, мы готовы. Выступаем. Мы уходим из So it was that the Patchwork Militia set off from East Haven, bound for the troubled village of Вот этот Kaldahar, разношерстный with the отряд party of двинулся из strangers Восточной in Гавани tow. в многострадальное поселение Кулдахар. On they Шли они travelled, по across the открытой всем windswept ветрам tundra of the тундры day, долины через through the предгорья foothills of the spine of Криптании. И the вот world, поднялись по and крутым, upwards of the ненадежным steep and пробам treacherous на trails Кулдахарский of перевал. the Kaldahar Pass. Eager to seek out the Горя evil желанием that threatened обнаружить the зло, pass, угрожающее they did not перевалу, expect it они to не find them догадывались, first. что оно обнаружит их High upon первым. the cliffs На of the высоких pass, утесах над a band of перевалом frost группа giants had ледяных prepared великанов for ждала в засаде. hurling boulders and Сбрасывая dislodging massive валуны, outcroppings of сталкивая rock вниз and целые snow, горы the снега и giants камней, sparked an великаны avalanche that вызвали thundered down the лавину, mountainside которая and покатилась вниз crashed по down upon склону the и heads of the накрыла ничего не unsuspecting подозревающую экспедицию. Those fortunate Те, enough кому to survive повезло the спастись avalanche от лавины, pulled themselves free выкарабкались of из the горы mountain of снега snow и and мертвых тел, bodies которая that now отныне barred the преградила way им back путь to назад East в Haven. Восточную гавань. Battered and Измученные disheartened by the суровой loss of their погодой и comrades, опечаленные the гибелью survivors had товарищей, little choice оставшиеся в but to живых, могли continue on to сделать лишь одно Kaldahar, – продолжить alone. путь в Кулдахар одни. Грустно. И этими выжившими является только наша партия, больше никого. Мы встречаем на выходе из этой зловещей долины отшельника. Милосердные боги, вам повезло, что вы живы. Все в порядке. Ничего себе не сломали? Кажется, мы целы. Кто ты? Я всего лишь утомленная душа, которая укрывается в этих горах от шумной и торопливой городской жизни. Слушай, я мне много лет живу на этом перевале, но такого не видел никогда. Ты видел лавину? Ага, я все видел. Я дремал у себя в пещере вон там, и вдруг задрожала земля и раздался страшный грохот. Я выглянул наружу как раз в тот момент, когда обрушилась лавина. Молодцы, что догадались бежать вперед, а не обратно на перевал, как остальные. Бедняги. Вот что, я точно не буду копаться в снегу, чтобы вытащить их тела. Придется подождать, пока снега растают, тогда я их и похороню. Мы тронуты твоей заботой о наших павших товарищах. Скажи, ты случайно не знаешь, как попасть в Кулдахар?
Кулдахар? На что вам сдалась эта ничтожная деревушка? Там только большое дерево да кучка лачуг. Если хотите знать, это не поселение, а просто позорище. Говорят, на город свалились какие-то неприятности, мы хотим помочь. Глупая идея. Лучше займитесь своими проблемами, а эти горожане и сами разберутся. Спасибо за совет. Так ты знаешь, как туда попасть или нет? Ну, думаю, ничего страшного, если покажу вам, куда надо идти. Эта тропа идет через всю долину на восток. По ней вы и доберетесь до Кулдахара. Он сразу за старой мельницей. Но будьте осторожней, тут повсюду гоблины, вплоть до самого города. Грязные, мерзкие сволочи. С тех пор, как народ бросил здешнее хозяйство, они чувствуют себя в долине слишком вольготно. Спасибо за помощь, прощай. It shall be done. Итак, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Это та самая пещера отшельника, о которой он рассказывал. Нам туда не надо, там ничего интересного нет. Вот первые гоблины, Time to которые мы turn this видим. one into Is size. forfeit. You would do Их well будет to fear много, what но Your наш life отряд is forfeit. стал намного сильнее с момента первой встречи с ними. Как помните, мальчик по имени Дамиан спасает хоббита от гоблинов. Here I come. Let us begin. The hells come with me. Перебиваем всех гоблинов. Не щадя Here I никого. come to victory. The hells come Death with me. comes for Let us you. begin. Маршал гоблинов. Ну и название. У меня маршалы ассоциируются с какими-то цивилизованными войсками, а не с Time to turn отрядами this one этих into size. полузверей. Prepare yourself. Как видите, никаких проблем с тем, чтобы разобраться с гоблинами, у нас не Your возникает. pace. Forfeit. Довольно легко и быстро мы уничтожаем. Сходим, отвлечемся на север, потому что на востоке нас ждет уже следующая локация, это Кулдахар. А мне хочется максимально исследовать Gods grant me текущую strength. локацию, прежде чем покидать ее. Здесь башня. Обязательно зайдем в нее и посмотрим, что же там внутри. Огр. Но как видите, он не злой, не в красном колечке, а в голубом. Это значит, что с ним можно побеседовать. will smash your face. Герик, голова болит. Зачем вы делать, что голова Герика болит, тощие людишки? Твоя голова? Я ничего не делаю с твоей головой. Так что она тогда болит? Что? О, Герик, хотеть бить головой стена, чтобы боль уходить. А что такого у тебя с головой, Герик? Не знаю, идти сюда, отмой пещера, надо ответить зов. Теперь не могу. И голова, больно. Герик хотеть бить головой стена, чтобы боль уходить. Знаешь, Герик, не думаю, что это такая уж хорошая мысль. Может ты и прав. Не знаю, что делать. Удачи тебе, Герик. Ну, вроде того. Что ж, у нас появился дополнительный квест. Нам надо помочь Герику справиться с его головной болью. Ну, один из способов это убить It shall его. be done. Это не паладина. Нам нужна помощь или совет, чтобы кто-то более опытный в таких вопросах, чем мы, рассказал нам, как помочь Герику. Снова огромное количество гоблинов. Их здесь настолько много, что нашему отряду грозит уже какая-то опасность. Поэтому давайте мы с вами используем заклинание благословения, чтобы более I'm успешно here. I'm off. сражаться. Yes. How can I help? It shall be done. Your Теперь мы command? готовы бить гоблинов. Death comes for you. Более нет. Yes. Yes. Давайте немножко отойдет.
Yes? You would do well to fear a woman's wrath. Here I Give come. me strength. And the hells Speak your come mind. with me. Как видите, Лори Death comes for не you. дошел живым. Very well. Очень плохо. В этой игре смерть является не перманентной, то есть в очень редких случаях мы с вами сможем воскресить нашего персонажа. Во-первых, подберем все его снаряжение. Во-вторых, доисследуем локацию. Хочется зайти в Дахар уже, исследовать все, что здесь возможно. Смотрите, предыдущая локация, что мы видели? Very well. Предыдущая локация Of course. гоблины разделывали жуков, а здесь наоборот, жуки разделывают гоблинов. Итак, Time to turn this one down to size. вырубаем, вырезаем жуков всех по одному. Stronger. О, боже. Something wrong? Watch this. Довольно сильно вырезаем. The butcher's work then. How can I help? I'm here. I'm off. Персонажи, которые не предназначены для того, чтобы танковать, должны быть немножечко Yes, ma'am. позади. А теперь и паладин умер. Надо было расстреливать этих жуков издалека. Give the word. Я думаю, что мы сейчас с вами пойдем в деревню. Give the word. В Дахар и воскресим наших павших товарищей, заплатив за это What do you want? сумму. What do you want? I am ready. What is your Трое will? товарищей погибли. Quickly now. Такие вот сильные жуки. Собираем их амуницию. Контракт программы нам уже не нужен. Два персонажа инвентарь уже полон. Orders done. Нам поможет Кирилл. Понесет немножечко вещей на себе. Yes. Ну что ж. После того, как наш героический отряд получил I по shall do щам, my best. срочно бежим к ближайшему опытному сильному жрецу, для того, чтобы он смог нам помочь восстановить наши ряды. Обратите внимание, при переходе из локации в локацию, те персонажи, которые погибли, не исчезают из нашего меню отряда и по-прежнему видны. Это значит, что их можно воскресить. В тех случаях, когда персонажа воскресить нельзя, он исчезает из списка отряда. Очередные враги. Сейчас это очень не кстати, потому что наш отряд не полный, и сражаться нам тяжелее, но с боем пробиваемся в Кулдахар. Steel yourself. Оказывается, та лавина, из которой мы смогли сбежать, это не последнее испытание. To the butcher's work then. Чтобы максимально быстро снижать DPS врагов, концентрируемся на каждом отдельном Here I враге come. всем отрядом, And the hells вырубаем come его. with me. Получается, он уже не может наносить нам урон.
Это старая мельница. Здесь маршал гоблинов. Здесь будут еще события, для которых нам потребуется весь отряд. Поэтому сейчас мы туда заходить не будем, а вернемся сюда чуть попозже. Еще один гоблин перекрывает нам путь. Не оставляет нам выбора. Мы сражаемся. Time to trim this one down to size. Death comes for you. To the butcher's work then. Видите, гоблины не так уж и сильны, но когда их много, они становятся опасными. Переходим в Кулдахар. Теперь открылась глобальная карта, на ней мы можем выбрать ту локацию, куда хотим перейти, но локация Восточная Гавань для нас сейчас недоступна из-за того обвала лавины, который произошел. Fighting their way through the goblin-infested valley of the pass, the survivors of the doomed East Haven Пробившись expedition сквозь толпы at last came гоблинов, upon the small наводнивших hamlet of перевал, Kuldahar. остатки экспедиции из Nestled Восточной within the roots of a Гавани massive oak tree, добрались the tiny наконец до cottages were a небольшого welcome sight for the городка weary Кулдахар. travelers. As the party approached the Маленькие town, домики, a warm приютившиеся у breeze корней blew, огромного chasing дуба, away the chill of the порадовали frozen взор pass, утомленных and путников. carrying with it the sweet scent of cooking fires. Приближаясь к поселению, они чувствовали, как стужа ледяного перевала сдувает с них теплый ветерок, несущий запах домашнего очага. Что ж, наконец-то хоть что-то хорошее. Agreed. Какой-то мальчик по имени Нейт встречает нас у входа в деревню. Нейт, я так и знал, что вы доберетесь, так и знал. Ты кто? И откуда ты знал, что мы придем? Я Нейт. Арундель сказал, что к нам придет помощь. Вот я и хожу сюда каждый день, жду вас. А где вся остальная армия? Вы что, разведчики? Извини, но пришли только мы, больше никого. Никого? Я был уверен, что из 10 городов к нам пришлют целую армию. Что ж будет, когда Арундель узнает, что больше никого нет? Что за Арундель? Арундель мой друг. Он самый старый, самый умный человек на всем свете. Он умеет говорить с животными, представляете? Вам обязательно надо с ним встретиться. У него к вам разговор. Хорошо. И где найти этого Арунделя? Он живет за мостом, на той стороне ручья. Перед его домом стоят 3 больших камня. Спасибо, Нейт. Прощай. Ну что ж, первым делом в этой деревне мы с вами отправимся в храм для того, чтобы воскресить наших павших товарищей. Мы здесь видим 3 больших камня, о которых нам рассказал Нейт, и они значат, что именно в этом доме, у подножия дуба, живет Арундель. К нему мы явимся чуть позже, уже в полном составе. А пока что пробежимся по деревне, посмотрим, что она из себя представляет. Слушайте музыку, какая она красивая. Мирек, бегите! В долине полно йети. Пытался от них оторваться, но двое все еще гонятся за мной. Беги, зови на помощь. Ну что ж, Мирек, мы обязательно тебе поможем, но только после того, как помогут нам. Вот мы дошли до храма. Заходим внутрь. Брат Гас. Reasonable request. Брат Гас, добро пожаловать, друг. Я брат Гас, верный слуга Ильматера. Идите с миром, ибо вас хранит тот, кто все выносит. Приветствую, я ищу целителя. Ты можешь мне помочь? Ах, да будут благословенны те, кто нуждается в помощи. Твой путь привел тебя в правильное место, друг. Преподобная сестра Калиана излечит твои раны и предложит лекарства, те немногие, что у нас еще остались. Ты найдешь ее у алтаря. Немногие? У вас кончаются лекарства? Боюсь, что так. В последнее время на долю кулдахарцев пришлось немало страданий. Пытаясь помочь им, мы почти опустошили свои запасы целебных эликсиров и противоядий. Но говорят, что зелье можно достать в другом месте. Правда? В каком же? Освальд Скрипка-Гиб увлекается алхимией. Тот гном, который живет в таком сооружении на гребне над нашим храмом. Еще говорят, что какие-то магические предметы есть у волшебника Орика. Гостей он, правда, не очень жалует. Живет в маленькой башне на окраине города к западу. Спасибо за информацию. До встречи. Понятно, надо будет, видимо, попытаться помочь раздобыть снадобье и зелье.
Сестра Калиана. Приветствую тебя, друг. Добро пожаловать в дом кровоточащей розы. Да облегчит целительное прикосновение Ильматора груз на твоих плечах и тяжесть в твоей душе. Сестра Калиана, я полагаю, мне говорили, что ты целительница? Ты не ошибаешься. Я временно возглавляю этот храм, и моя почетная привилегия помогать всем страждущим по мере своих сил. Нелегкое дело, надо сказать, учитывая все беды, которые пришли в город. Временно? А кто же постоянно возглавляет храм? До последнего времени этим храмом управляла преподобная мать Эгения. Увы, она, как и многие другие, пропала, вероятно, погибла. Как следующая по рангу в этом храме, я приняла на себя обязанности главы, пока не вернется мать Эгения или преподобный брат Поквалин. Преподобный брат Поквалин? Кто это? Преподобный брат Поквалин – странствующий верховный жрец Ильматора. Он побывал в Кулдахаре несколько дней назад по пути в монастырь Плакучей Сирени в Бриншандаре. Он проделал большой путь, кажется, из Кормера, как он сказал. Должно быть, брат Поквалин живет в тех далеких местах. Мне не знаком священный символ Ильматора, что он носит. Он пообещал, что приведет сюда помощь из Бриншандера. Надеюсь, он благополучно туда доберется. Бриншандер — это тоже один из 10 городов. Айсвин дает. Поразительно. А теперь насчет лечения. Чем ты можешь мне помочь? Итак, давайте посмотрим, какие услуги она нам предлагает. Выбираем персонажа. Смотрите, нам доступны две услуги: оживление и воскрешение. Выбранный. Так. Эльфов нельзя оживить или воскресить. Хорошо, что у нас эльфов в отряде нет. Отличаются они тем, что при оживлении у персонажа будет только одно хп, а при воскрешении он будет полностью здоровым. Ну, давайте выберем более дорогую услугу воскрешения. На 3 персонажей нам понадобится 900 золотых монет. Очень дорого, но мы можем себе это позволить. Это плата за наше безрассудство при сражении с гоблинами и жуками. Воскрешение действует. В отличие от оживления, это заклинание действует на эльфов. Прекрасно. У нас же как раз Лориан является эльфами, поэтому здесь вообще без вариантов это заклинание нам поможет. Ну что ж, конечно, наш отряд полон. Теперь осталось раздать обратно ту экипировку, которая была надета на каждом из участников отряда до того, как они погибли. Стрелы, которые мы нашли с вами в пещере с жуками, волшебные стрелы, которые также нам потребуется опознать, они намного лучше обычных стрел, но мы об этом узнаем после того, как проведем опознание. Давайте каждому нашему персонажу, который вступает в ближний бой, выдадим по одной бутылочке лечебного зелья во избежание тех эксцессов, с которыми мы уже столкнулись, чтобы никто больше не погибал. Сейчас продадим этот камень, поэтому сразу же достанем наши страны. Азеля придать Куплину, потому что именно он сражается в ближнем бою. Yes? It shall be done. Итак, наш отряд Слава Ильматору вновь полон. It shall be done. Мы сможем уже более обстоятельно исследовать эту локацию и даже сразиться с теми
дети, от которых бежал Мирок. Дети довольно опасные враги, как видите, они тут же сагрились на нас и напали. Один из них You would do запутался на well to мосту, fear a woman's убежал, wrath. мы этим воспользуемся и сосредоточим свою силу на другом. Something wrong? I'm off. Пока один вид бегает за Лерой, наш отряд Speak your mind. успешно Time справился to с turn this one врагом. down to size. Смотрите, мы уже получили I'm повышение here, уровня. consider it Как же done. больно он бьет. Да. How can I help? За каждого видите нам дали по 630 опыта, что Give the довольно много. И вот Лера уже достигла 3-го уровня. Это прекрасно. Теперь у нас появятся новые заклинания 2-го уровня, и эти заклинания нам помогут в дальнейшем прохождении игры. Кроме того, получим дополнительные пункты здоровья, 10, знания легенд увеличены на 1. Давайте сразу же посмотрим наши заклинания, которые появились. Появилось не одно, а 3 заклинания. Угу. Вылечить умеренные раны, да. Духовный молот нет, замедлить яд, и это по сути вылечить яд нет, не нужен. Малая массовая тишина, это против заклинателей, чтобы они не смогли читать заклинания, не нужно. Обнаружить ловушки нам также не нужно. Лориан прекрасно с этим справится. Обратиться к святой силе. Воззвав к своему божеству, жрец ненадолго преисполняется святой силы. Его силы, телосложение и ловкость возрастают на 1 за каждые 3 уровня заклинателя. Таким образом, характеристики у жреца 3-го уровня увеличиваются на 1, а жреца 12-го уровня на 4. Интересно, но не сейчас. Это заклинание для высокоуровневого жреца, когда он сможет увеличивать свои характеристики на 2, на 3, на 4. Помощь. Во время своего действия дает цели все преимущества благословения. Благословение, как мы помним, это улучшение спас-бросков, улучшение боевого духа и улучшение бросков атаки, то есть фака. И 1d8 дополнительных пунктов здоровья. В сумме пункты здоровья могут превысить максимум. Но что здесь плохо? Область действия всего лишь одно существо, поэтому это заклинание не очень полезно для нашей партии. Распев. Жрец вызывает к особому расположению для себя и своей группы, а также причиняет вред противникам. После его прочтения все дружественные заклинатели существа в области действия получают улучшение +1 к спас-броскам, броскам атаки, броскам лечения, минимальному урону. Кроме того, броски урона любым эффектом, направленные на объект, находящийся под действием этого заклинания, за исключением базового урона оружия, уменьшаются на 1. Например, огненный шар вместо 6d6 урона от огня будет причинять только 6d5, а пылающий длинный меч, который наносит 1d8 плюс 2 рубящего и 1d3 огненного урона, будет наносить 1d8 плюс 2 рубящего и 1d5 огненного урона. Враги жреца получают противоположный эффект ко всем аналогичным параметрам. Но это довольно полезное заклинание для группы, мы его изучим. Сопротивление огню и холоду хорошее заклинание, но мы его пока что использовать не будем. Хотя бы потому, что оно действует только на одно существо. Удержит персону. Удерживает на месте 1d4 существ в течение 6 или более раундов. Действию заклинания могут быть подвержены любые человеческие, человекоподобные и человекообразные двуногие существа размером с человека и меньше. Ну, то есть это разумные существа, которые похожи на человека. Это все разумные расы. А вот орки, так, гоблины, люди, ящеры, орки, троглодиты и другие. На них тоже действует. Так можно удержать воина 10 уровня, но не огра. Огра уже удерживать нельзя, а вот орка можно. Интересно. Длительность 2 раунда за уровень. Это неплохое заклинание контроля. Давайте мы с вами его выучим для того, чтобы протестировать, как оно будет заходить в некоторых битвах. Узнать характер. Позволяет жрецу прочитать ауру существа. Злое существо ненадолго подсвечивается красным, нейтральное голубым, а доброе зеленым. Если цель сделает успешный спас-бросок против заклинания, то жрецу ничего не удастся узнать о нем.
Ну, это заклинание нам не нужно, потому что у нашего паладина Гранта есть похожая по свойствам способность распознать зло, и всех злых существ мы будем распознавать с помощью Гранта. А все, кто не являются злыми, являются либо нейтральными, либо добрыми, и для нас уже не важно, кто именно нейтральный, а кто именно добрый. Главное, что он не злой. Поэтому пока что вот такой пул заклинаний выберем себе. Your command? Берем 2 шкуры дети, которые мы Of course. сможем довольно дорого продать. И теперь давайте, во-первых, поговорим с Мироком, где он убежал. Мирок, спасибо. А я уже думал, что пришла пора встретиться с предками. Это уже точно последний раз, когда я ступил в эту долину. Там теперь полно всевозможных жутких созданий. Долину? Долина теней. Мы с моим братом Сайлосом собирались навестить могилу наших родственников. Мы туда ходим каждый год. Но на этот раз, я не знаю, эта долина, она кажется другой, как будто проклятой. Тени ожили, и эти йети бродят вокруг, нападают на путешественников. А твой брат, что с ним? Сайлос погиб. Самый большой йети, какого мне только доводилось видеть, вылез из сугроба и своими когтями вырвал кусок из его тела. Брат упал мертвым, кругом одна кровь, а я ничего не мог поделать. Сайлос нес нашу семейную реликвию, теперь мы ее потеряли. Ну, предположим... попробую вернуть тебе эту реликвию. Скажи, как попасть в долину? Мы шли по главной дороге, но сейчас там столько чудовищ, что лучше спроси у Арунделя насчет безопасного пути. Он много ходит по горам. Ему известно больше тайных троп, чем веток на Великом Дубе. Он живет к юго-западу от дерева в двухэтажном каменном доме. Но мы уже с вами знаем, где живет Арундель. Арундель, надо бы с ним повидаться перед тем, как идти в долину. Конечно, повидаемся. Прощай. Кроме того, Орик может сделать что-нибудь из них. Из них это из чего? Мирок, спасибо. Теперь после смерти Сайлоса эта реликвия все, что мне осталось на память о семье. Я буду очень рад его возвращению. Кроме того, если столкнешься с йети, не забывай собирать их шкуры. Конлон, наш кузнец, хорошо за них заплатит. Кроме того, Орик может сделать что-нибудь из них. Прощай. Итак, из шкур йети мы можем что-то сделать у здешнего персонажа по имени Орик, к которому мы сходим обязательно. Давайте сходим сначала вот в этот домик, уютный домик с вывеской гончара. Very well. Урнст. Ты кто? Что тебе от меня надо? Успокойся, приятель. Мы не причиним тебе вреда. Просто ответь на пару вопросов. Вопросы? Какие вопросы? Кто ты? Я Урнст. Гончар. Ну, вроде того. А сейчас я хочу только выбраться отсюда живым. Но тут происходят такие ужасы, что я из лавки боюсь выйти. Лавка? И что ты продаешь? Я тут живу. Раньше я занимался гончарным делом, но теперь, по-моему, нет никакого смысла. Я закрыл лавку и собрал свои вещи. Вот расчистится перевал, и я поеду на юг во врата Балдура. Говорят, там здорово. Во врата Балдура, прошу прощения, друзья. Что ты можешь рассказать о проблемах, которые возникли на перевале? Проблемы? Да, люди исчезают, повсюду чудовища, даже погода против нас. А почему, никто не знает, даже Арундель. Ну ладно, удачи тебе и успехов. Прощай. It shall be done. Дальше идем по деревне. Деревня небольшая, но что-то здесь есть. Зайдем в эти домики. Горожан. It shall be done. Мне говорили о пришлых искателях приключений, но я не верил. Вот этот русский перевод. Горожанка говорит на мужском роде. Ты из Восточной Гавани? Как тебе удалось сюда добраться? Мы шли с экспедицией из Восточной Гавани, но не все из нас добрались. Сожалею о твоих павших товарищах. Что произошло? Перевал завалило снегом. Вдобавок, там полным-полно всяких тварей, в основном орки и гоблины. Пожалуй, не скоро вы дождетесь новых караванов.
И вправду, новости неутешительны. Только я боюсь, здесь тебе покажется не лучше. Может, тебе стоило остаться в Восточной гавани. Расскажи мне о Кулдахаре. А тебя что интересует в Кулдахаре? Или тебе интересно узнать, что творится вокруг Кулдахара? Вокруг Кулдахара? Ты о погоде? Эта зима в Кулдахаре выдалась злая. То люди исчезают, то внезапные ураганы, то чудовища на перевале. А к концу года будет еще хуже, помяни мое слово. Понятно. Можешь еще что-нибудь рассказать? Попытай счастье с другими горожанами. Может быть, кто-нибудь знает больше, чем я. Я мало ли что можно иногда услышать от людей. Очень хорошо. Расскажи еще что-нибудь о городе. Ну, Кулдахар не такой уж большой, но кое-что о нем могу рассказать, если хочешь. Поблизости есть храмы или церкви? Почему я с этой горожанкой так общаюсь? Я помню, что с ней можно выполнить диалоговый квест, связанный с религией. У нас есть храм Ильматора. Это во впадине на северо-востоке. Мы с вами там уже были. Над ней как раз разбитый корабль. Не знаю, исповедуешь ли ты ту же веру, но братья и преподобная мать хорошие люди. Ильматор? Сокрушенный бог, да? Ну да, это бог страданий, плачущий бог. Его жрецы пытаются облегчать страдания других и берут на себя их боль. Вроде бы так. Я не знаю их учения. Ты разве ему не поклоняешься? Но я скажу тебе, друг, что стоит один раз посмотреть на великое дерево Кулдахара и понимаешь, что одна природа вправду заслуживает поклонения. Ты погляди, оно ветвями достает до облаков. Вот это красота. А ты никогда не пыталась узнать больше об учении Ильматора? Думаю, тогда ты бы по-другому посмотрела на эту религию. Ну, может быть. А что это за учение? Ильматор – добровольный мученик. Он принимает на себя боль и тяготы других, и то же самое делают его служители. Ты наверняка обращала внимание, что жрецы в первую очередь думают о других, а не о себе, и всегда готовы прийти на помощь, если кому-то нужно лечение или утешение. Похоже на Иисуса Христа из христианства. А мне всегда казалось, что они помогают городу, чтобы обратить побольше народу к своей религии. Пожалуй, я как-нибудь схожу к ним на службу и постараюсь лучше узнать эту церковь. Твои слова открыли мне глаза. Спасибо. Вы заслужили благосклонность Ильматора, приобрел опыт. Прекрасно. Не за что. Просвещать других мой долг. Нет. Мне пора идти. Прощай. Больше мы ничего полезного не узнаем. It shall be Отсюда. done. И идем в местную таверну погребов у Карлина. Так, в этой таверне мы видим трех именных персонажей. Это будет глава таверны. Поговорим для начала с ним. Уитком. Эй, похоже, перевал выплюнул еще одного путника. Добро пожаловать в погребок у корней. Меня зовут Уитком. Чего изволишь выпить, перекусить? Да, пожалуй, выпить было бы здорово. Давайте выпьем с вами. Глаз дракона – это вулкан к северу отсюда. Лава все еще бурлит у него внутри. Говорят, там обитает множество троллей. Простые тролли внутри горы и ледяные снаружи. Ледяные тролли не особенно сильны, но ударить их можно только магическим оружием. Это очень полезная новость, потому что в будущем по сюжетной линии мы с вами отправимся в локацию Глаз Дракона, и все, что сейчас мы услышали, выпивая, сбудется на самом деле. Давайте выпьем с вами еще какой-нибудь вот эль, летящая стрела. И таинственный напиток скрипка дива. Видели жуков на перевале или в Восточной гавани? Говорят, дуб Кулдахара как-то притягивает их сюда. Простые жуки, огненные. В пещерах даже какие-то гигантские. Да, мы на перевале с вами уже с этими жуками столкнулись, и даже после этого нам пришлось идти к жрецам. Хорошо. Отдыхать в гостинице мы будем попозже, и не в этой, а в другой. А сейчас мы с вами пообщаемся с другими именными персонажами. Это Амелия. Амелия. Оставь своих проклятых лошадей в стойлах. Сейчас что еще такое? Магия, что ли? Прошу прощения. Ха, вот так новость. Не ожидала увидеть новое лицо в Кулдахаре. Думала, что до весны никто не появится. Ведь перевал завален снегом. Должно быть, ты здесь по серьезному делу, раз путешествуешь в такую стужу. Я участник экспедиции из Восточной гавани. Мы прибыли, чтобы узнать, что неладно в Кулдахаре.
О, даже так? Ну тогда мы спасены, раз наши соседи-косторезы продрались через сугробы, чтобы выяснить, что у нас тут творится. А что так взволновало жителей Восточной Гавани? Мы слышали о странных событиях в этой области. Похоже, что гоблины, орки и другие твари собираются вокруг Восточной Гавани и Хулдахара. Ты часом не знаешь, с чего бы это? Нет, я имею в виду, что мы и раньше страдали от разбоя, но этот год хуже всех на моей памяти. А что такое? Ну, я слышал о разбойниках, гоблины и вроде того, но раньше они никогда не появлялись на перевале. Местные путешественники пропадают, и никто не знает почему. Куча всего странного происходит, и люди волнуются. Тебе, наверное, стоит поговорить об этом с Арунделем. Если судить по бороде, он тут самый мудрый. Он живет у основания великого дерева в двухэтажном доме к юго-западу. Тогда пойду разыщу его, спасибо. Игра как бы намекает, что нам надо поговорить с Арунделем. Лиза, добро пожаловать, путешественник. Чем я могу тебе помочь? Я хотел бы задать тебе несколько вопросов. Я помогу тебе, если смогу. Что тебе хотелось бы узнать? Кто ты? Я Лизин, официантка. Если я могу чем-нибудь помочь тебе, только попроси. Что ты здесь делаешь, Лизин? Как я уже сказала, я официантка, помогаю обслуживать посетителей, подаю еду и напитки, беседую с людьми и слушаю, что они говорят. Если выкроить время и послушать, узнаешь очень много. Есть ли какие-нибудь интересные слухи? Ну, ходит много слухов. Народ говорит о недавней лавине, о долине привидений, о пропавших людях, чудовищах и об Арунделе. Долина привидений? Интересно. Большинство людей называют это место долиной теней. Там всегда мрачно, как сумерки. Или в лунную ночь. Говорят, теперь по долине бродят духи умерших. Люди туда больше не ходят. Они боятся. Может быть, с этим и можно что-нибудь сделать? Ты говорила о лавине. Расскажи мне о ней. Я слышала, это было настоящее бедствие. Перевал, ведущий из долины, теперь закрыт и откроется только боги знают когда. Отсюда теперь не выбраться. Мы как в ловушке. Печально, но ничего с этим не поделать. Придется ждать до весны. Пока ничего, прощай. Запомните этого персонажа, официантку Лизу. Мы чуть попозже с ней встретимся по сюжетной линии. Of course. Very well. Домик из Илья. Пока что не опознано, но все Very это well. мы с вами опознаем чуть попозже. Двигаемся дальше. Заходим в гости к местным жителям с целью расспросить их, может получить какой-нибудь квест. By Tempus, the vision speaks true. Йолдер, клянусь You Темпосом, are the видения были heroes from истинны. my Вы dreams. действительно герои из моих снов. Мы знакомы? Our paths До have not сегодня crossed наши until пути this day. не пересекались. I Я am Йолдер, Йолдер, сын Ретрика, son to старейшина и Ретрик, шаман племени Elder Медведей. and shaman, Что god ж, tribe of здравствуй, the Йолдер. bear. Так что ты говорил про сны и видения? The vision is Сюда why I привело have меня come to this видение. place. Темпос указал мне путь к вам. Tempus has guided me to you. Зачем? This I Я cannot не say. знаю. Я вижу только, что тучи I know войны only закрыли that the небеса storm моей of родины. war Многие поколения наш darkens народ the не видел skies of такого my войска, homeland. какое мы собираем A сейчас. king, Наш both король, new and одновременно old, новый и старый, has восстал, risen to чтобы lead the повести tribes варваров на against the 10 10 городов. towns. На первый снег зимы уже Already упали the темные first пятна пролитой snows of крови. winter bear the dark Не могу понять, stains. как это You must касается нас. understand. Вы должны I have понять, read the я видел signs. знаки. Ни одной из Tempus сторон will в not грядущей favor войне не either поддержит side Темпоса. in the coming И мой battles. народ, и жители городов Both my обречены на people and бессмысленную, those of the бесчестную towns смерть. shall I have cast Я my перенес spirit свой дух into в the Нижний мир, nether чтобы realm узнать, как in не search позволить of a этому way случиться. to prevent Видение what привело must меня not сюда, be. где я нашел вас. Вы My и vision есть ответ, quest которого led я me ждал. here to find you. Понятно, так что мы можем You сделать? are the answer. You must Вы come должны to пойти в Hengoro, Хенгаро, to the great Великий mead Медовый hall чертог, where the где tribes собираются have все gathered. племена. Только вы You можете alone остановить can forestall войну the war между between нашими our peoples. народами. Возможно, как-нибудь в другой раз. Прощай. Это старт для другой сюжетной линии, которая связана с дополнением Сердца Зимы. Пока что мы туда соваться не будем. Во-первых, мы не прошли основную сюжетную линию, а во-вторых, мы слишком слабо прокачаны для того, чтобы чувствовать себя комфортно в новой сюжетной Of линии. course.
Поэтому мы просто уходим Very отсюда. well. Через какое-то время вернемся. Идем по красивой деревне. Как видите, это все гигантские корни дуба Булдахара. И когда мы откроем с вами всю карту, мы с вами можем посмотреть, как выглядят эти корни на большой картине. It shall be done. Кораблик, домик в виде корабля. Вот он, Освальд Скрипка-Гиб. Как помните, в храме Эльматора нам сказали, что именно здесь можно будет раздобыть какую-то помощь для храма. Освальд Скрипка-Гиб. Ох, здравствуй, я тебя даже и не заметил. Чем могу помочь? Ты случаем не тот самый Скрипка-Гиб? Ох, конечно, надо представиться. Ужасно невежливо с моей стороны. Я иногда так зарываюсь в работу. Я Освальд Скрипка-Гиб. Твоя работа? Чем ты занимаешься? Я в некотором роде изобретатель. Придумываю разные вещи, которые помогают сделать жизнь лучше. Вроде этого корабля. Я алхимией балуюсь. Может быть, испробуешь что-нибудь из моих зелий? Можно. А какие зелья у тебя есть? Самые разные. Сейчас делаю для булдахарских скотоводов особое снадобье, чтобы защитить животных от сурового холода. Он вроде бы надолго в долине. Несколько фермеров любезно предоставили мне несколько коров для опыта. Ты проверяешь на них свои зелья? Тебе не кажется, что это жестоко? Ерунда. Я в жизни не сделал бы ничего плохого. На самом деле я к ним очень привязался. Не будь меня, между прочим, они бы все замерзли до смерти. Ясно. А что-нибудь полезное для нас найдется? Разумеется. С радостью предложу тебе любые зелья, которые могут понадобиться, за умеренную плату, конечно. Вообще-то мне сейчас это не нужно, зато я с удовольствием послушаю, если ты расскажешь о своем корабле. Но я живу в этом корабле уже больше года, с тех самых пор, как я здесь потерпел крушение. Знаю, я сейчас ни на что не... Знаю я. Сейчас он ни на что не похож, но я еще подчиню его и опять поднимусь в воздух. Понятно. А чем ты здесь занимаешься? Это мы уже с вами слушали. Давайте теперь посмотрим, что он предлагает на продажу. Сумка для зелий. Давайте купим. Стоит недорого. Зато нам здорово поможет. Зелье лечения. Одно зелье стоит 76 золотых, что довольно дорого. Чуть попозже подумаем с вами, покупать их или нет. А пока что давайте займемся этим самым опознанием. Зелье. Это отвар мумии. Излечивает слепоту, глухоту и болезнь. К сожалению, эти вещи распознать он не может, потому что они не относятся к его специализации. Отвар мумии. Ну, давайте продадим его. Я не помню, чтобы этот отвар... Хотя нет, пока что оставим, но я не помню, чтобы этот отвар действительно был нам нужен. Положим просто его в нашу сумку для зелий. Я не понимаю, как можно с Освальдом помочь храму Эльматора, или это не квест, это просто была информация. Скорее всего, это означало, что зелье мы можем купить не в храме Эльматора, а в домике этого Освальда. Кузница Булдахара, довольно замечательное место. Здесь будет очень много дорогих шмоток, желанных шмоток для приключенцев, но мы их сейчас позволить себе не сможем. Он вон кузнец. Добро пожаловать, незнакомец. Чем могу помочь? Приветствую, меня зовут Грант. А ты, наверное, кузнец Конлун? Да, я Конлун. Нужен острый меч или крепкая палица? Приходи ко мне. Пользуйся случаем, пока я еще здесь. Пока ты еще здесь? Ты куда-то собираешься? Да, пожалуй. Учитывая, что здесь творится, я думаю, что скоро слиняю отсюда. Ясно. Так ты планируешь покинуть город? Ха, не так все легко. Из-за этой паршивой погоды южный проход давно завалило снегом. Теперь говорят, что на северную дорогу к 10 городам обрушилась лавина. Помяни мое слово, никто не протянет эту зиму. Нам конец. Я здесь умирать не собираюсь. Почему ты-то уже готов себя похоронить? Эх, да у меня ничего не осталось, ради чего стоило бы жить. Моя Мэри скончалась несколько лет назад от лихорадки, а теперь сын пропал среди ночи, прямо из кровати, из-под самого моего носа. А он же совсем еще маленький. Как печально, Конлун. А куда он мог исчезнуть, ты представляешь?
Если бы я знал, думаешь, я стоял бы тут и плющил этот чертов металл? Говорю тебе, он просто исчез. И исчез без следа. Даже старый Арундель не может ничего найти, а у него нюх на такие вещи. Думаю, те, кто его забрал, теперь придут и за мной. И знаешь, мне уже все равно. Я глубоко сочувствую тебе, Конву. Может, ты покажешь мне свой арсенал, чтобы я мог вооружиться против злодеев, которые забрали своего сына? Так, шкуры Йети, пока что мы их не будем продавать, потому что я хочу проверить, что Орик сможет сделать с этими шкурами. Стрелы мы пока опознавать не будем. Хватит 100 монет, но это слишком дорого. Забыл будет. Шлем. Итак, смотрим, что нам доступно. У нас не хватает денег на латный доспех, хотя это очень хороший доспех. Это обычное оружие, оно стоит недорого, а дальше пойдет магическое оружие. И цены на него кусаются, как видите, здесь есть состояние +1, мечи +1, катаны. Составной доспех, шлем верного защитника. Он дает класс защиты +3, для шлема это редкость, иммунитет к усыплению и отсутствие усталости, защиту от критических попаданий. Очень неплохой шлем, я бы такой с удовольствием взял. Проща, победитель великанов, дарующая звезда. Это хороший Моргенштерн для клириков. Но, к сожалению, только для злых. Видите, для злых и нейтральных. Добрые персонажи использовать его не могут. Да, дарующую звезду мы с вами использовать не сможем. Одинокая дорога. Это топор двуручный. Прекрасный топор для дварфов. Он дает телосложение +1 и 3 к точности, 3 к урону. Меч долины Мирлока, знание легенд +20, это нам не очень-то нужно, а вот +3 к урону и точности, это хорошо. Клинок Баэла. Да, здесь очень много вкусного оружия. Мешочек с боеприпасами обязательно купим. Вот сразу же Лориэля, потому что именно у него будет храниться наш пул боеприпасов. Ну что ж, облизываться на это оружие можно долго, но так как мы его не можем себе позволить, то просто пойдем отсюда дальше. It shall be done. Эти ворота, дверь в местную гостиницу. Именно там мы сами сейчас будем отдыхать. Пожалуй, это будет конец серии, чтобы она не затянулась. Смотрите, ворота были закрыты, а сейчас они открылись. Горожанка их открыла. В базовой версии игры до Enhanced Edition персонаж так делать не могу. Альдуин. Of course. Поговорим с ним. Ты комнату ищешь или хочешь мне весь дом выстудить? Я не держу комнат для попрошаек. Покажи мне монеты, или я покажу тебе, где дверь. Да, я ищу комнату. Есть свободная? Да, у нас еще есть места, но спорить по поводу цены даже не пытайся. Это единственная гостиница в городе, так что и не думай, что найдешь где-нибудь предложение получше. Кто ты? Я Альдуин. Видимо, до тебя долго доходит дылда. Так нужна тебе комната или нет? Моя гостиница единственная в городе, так что даже и не думай о том, что найдешь где-то предложение получше. Тогда я пойду, прощай. Мы сейчас вернемся к нему, но перед этим исследуем его гостиницу, как он говорит. Of course. Здесь есть небольшая загадка. Колье из звезды. Просто колье. Да, вот в этой сундучке. What is it you В этой require? тумбочке. It shall be done. Ну, найдем.
кое-что очень интересное. Кольцо. Рассмотрим это кольцо. Кольцо заведом Эйдена. На этом простом серебряном кольце внутри надпись выполнена искусным ювелиром. Люди Кулдахара, когда вечные сумерки укроют меня и жизнь моя прекратится, пусть вечная прохлада останется вам. Заботьтесь о ней так, как это делал я, Эйден, последний из рода Кайвона. Это кольцо является по сути завещанием. И It shall be done. владелец этой гостиницы завещал его городу, жителям города. Он должен что-то заглючил. Speak your mind. It shall be done. Something wrong. I'm off. I'm listening. Done. Давайте, все, вроде How бы can I help? разошлись. Very well. Very well. А этот злобный коротышка Альдуин присвоил себе эту гостиницу. Давайте выведем эту диалоговую ветвь. Это твоя гостиница? Да, что? Кто-то в городе говорит другое? На варе и шапка горит, он уже сам признается. Но в одной из комнат наверху было вот это кольцо. Похоже, оно ставит твои права на вечернюю прохладу под большой вопрос. А, что? На внутренней стороне кольца есть надпись. Она сообщает, как Эйден распорядился гостиницей. А тебе там ни слова нет. Почему же ты считаешь себя хозяином? А так ты теперь взламываешь закрытые сундуки в чужих домах? Прежде чем обвинять меня, может тебе стоит взглянуть на себя? Ты же паладин, правильно? Как же такие все из себя святые могут взламывать замки, а? Я не оправдываю себя, но здесь, возможно, совершено гораздо более крупное преступление. Тот факт, что ты знал о кольце, еще больше убеждает меня, что ты виновен. Ты же все это время знал, что оно наверху. Нет, я не знал, что оно было наверху. Слушай, я не обязан ничего объять. Ты прав. Я отнесу кольцо Эйдена к старейшинам в город и позволю им решать, что с этим делать. Возможно, они смогут вызвать его тень с помощью кольца и поговорить обо всем. Справедливость должна быть восстановлена. Погоди. Вот как было дело. Прежде всего, я и пальцем его не тронул. Значит, Эйден мертв? Ну да, но это не моя вина. Однажды ночью я пришел в гостиницу, еле живой после перехода через перевал. Понимаешь? А он уже лежит на полу гостиницы, холодный как камень. Вот я бывал здесь прежде, даже общался с глупым стариком немного. И знал, что у него нет семьи. Что ты сделал с телом? Ходили слухи о пропадающих людях, так что я просто закопал тело за городом, а потом, раздобыл чернила и бумагу и составил документ. Ну да, я забрал его собственность. Надо было и кольцо чертово выкинуть. Но послушай, я не причинил никому вреда. У него же нет семьи, а городу нужна гостиница. Так почему ты сделал это? Ты же понимаешь, что, скорее всего, гостиницу не продашь, а из-за заносов караваны сюда добираются редко, так что дохода от нее почти никакого. Понимаю, не знаю, я просто устал, внезапно захотелось где-нибудь осесть. Должно быть, это проклятые инстинкты полурослика. По крайней мере, я не засел в какой-нибудь норе, чтобы дымить трубкой, пока не подохну со скуки. Да, это не битва, Бэггинс. Это хорошо, что ты не убивал Эйдена, но ты напрасно решил спрятать тело и подделать документ. Здесь есть те, кто знал Эйдена и любил его, и они, наверное, захотели бы проводить его в последний путь. К тому же надпись на кольце гласит, что гостиница принадлежит Кулдахару, а не тебе. Ты поступил неправильно. Да, но прежде чем ты начнешь читать мне нравоучения дальше, я скажу тебе вот что. Бросай свою привычку так вламываться. Это похоже на обычное воровство, и, на мой взгляд, ничем не лучше того, что сделал я. Не возражаю, тем не менее я хочу, чтобы ты поговорил со старейшинами и рассказал им о том, как все было. Если ты этого не сделаешь, это сделаю я. Слушай, может мы... В смысле, почему бы не... Убраться из города? Куда ты пойдешь? Лавина закрыла перевал, плюс к этому в горах небезопасно. Лучше поговори со старейшинами. Ладно, черт возьми, я расскажу им, а теперь оставь меня в покое. Мы убедили Альдуина признаться в содеянном старейшинам Кулдахара, за это нам дали опыт. Хорошо, а теперь мне нужна комната, можешь помочь? Пока что мы не будем спать, потому что мы повысили уровень, а это значит, что... Нет, хотел сказать, что нам доступны новые заклинания. Новых заклинаний у нас нет. Итак, Валик повышает уровень, теперь он станет защитником дворфов 3-го уровня. Что он может? Еще лучше сражаться топорами. И давайте возьмем стиль боя двуручное оружие. Нож, разумеется.
не прочитал результаты повышения. Ну и так понятно, что у него так остался тот же, а увеличились количество очков здоровья на 3-м уровне. Воин, вор, Лориэль. Он повысил уровень в каком классе? В классе воин. Видите, опыт 2043, а следующий уровень 2000. Результаты повышения уровня. Так, снижен на 1. Получены дополнительные пункты здоровья. Больше ничего сделать не можем. Дальше. Кирлин. Наш будущий маг. Пока что мы его дуалить не будем. Еще рано. А вот научиться лучше сражаться посохами, это да. Теперь он достиг мастерства. На этом уровне персонаж получает плюс 3 к атаке, плюс 3 к урону и дополнительная половина атаки в раунд при использовании выбранного оружия. Вот это двойной класс. Мы в последующем воспользуемся этой кнопочкой для того, чтобы перейти в мага. Но пока что еще рано. Your command? Скорее всего, я сделаю это после 6-го уровня, когда получу еще один слот оружия. It shall be done. А, это снова ты? Что тебе нужно на этот раз? Я ищу комнату, есть свободные. Ага, конечно, у нас найдется место для таких выдающихся клиентов, как ты. Кстати, я переговорил с другим народом, и они готовы забыть обо всем этом деле с Эйденом, пока некий процент от моих доходов отчисляется на помощь городу, чертова кровососы. Хорошо, а я бы хотел тогда отдохнуть. Да, мы используем дворянскую комнату. Снять. Смотрите, как здесь тоже водятся крысы. Отдохнули. Готово. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наше сегодняшнее приключение подходит к концу. После того, как мы отдохнули, мы продолжим изучать Улдахар и исследовать причины всех тех бед, которые преследуют его. Но это будет в следующей серии. Всего доброго. До свидания.